Всем добрый день, меня зовут Деев Константин, и сегодня мы с вами поговорим о канальных ушных мониторах. Для чего они и кому они абсолютно точно нужны, а кто без них сможет обойтись. Также мы сегодня сравним несколько моделей. Первая моделька — это будут ушные мониторы китайские, самые популярные KZ, EDX, Pro X и самые дешевые, как их называют, лучшие внутриканальные наушники 2023-2024 года. Следующая моделька — это у нас будет Sennheiser. Они у нас называются IE100 Pro. Это профессиональная модель, и она стоит в 10 раз дороже, чем вот такие вот китайские мониторы KZ. Также мы сегодня рассмотрим вот такие обыкновенные наушники из автомата вендингового за 200 рублей. Подойдут ли они для ушного мониторинга? И поговорим о проблемах тех, у кого выпадают ушные мониторы, и как эту проблему можно решить. Ну что ж, и последнее, о чем мы поговорим, это сравним проводные и беспроводные системы мониторинга. И сегодня у нас будет на обзоре вот такая штука Behringer P2. Это система проводного мониторинга, персональный мониторинг. Поговорим, для кого он подходит и какие у него есть преимущества. Перейдем непосредственно к нашему обзору и рассказу, с чего все началось у меня и кому нужен мониторинг. Дело в том, что когда вы выступаете на каких-либо площадках, в клубах или в, скажем так, залах, то при отсутствии напольного мониторинга до вас доходит часть звука. И если вы поете под фонограмму, то вы вполне сможете обойтись этим звуком. Вам будет некомфортно петь, но вы сможете исполнять песню. А если вы одновременно и играете на музыкальном инструменте и поете, то здесь у вас начнутся проблемы с тем, что звук, который до вас будет доходить, он заходит с задержкой, и получать вы будете в основном отражение от этого звука. Вы начнете сбиваться по ритмике, и вам очень сложно будет интонировать по высоте голоса, так как отраженный звук, он будет приходить несколько, скажем так, вам будет казаться, что звучит медленнее, звучит в другой тональности, и будет очень некомфортно и неудобно петь. Но это еще полбеды. Если вы выступаете на открытых площадках, а напольного мониторинга нету, а это большинство площадок фестивалей, каких-либо клубов или городских мероприятий, которые проходят на улице, то звук от порталов, которые развернуты к зрителю, он до вас просто не будет доходить, и вы не услышите себя вообще. Соответственно, для уличных выступлений ушной мониторинг, он будет просто крайне необходим. И столкнувшись с такой проблемой, я в этом году начал выступать на фестивалях «Московское лето». Мне пришлось озадачиться проблемой мониторинга. Единственным решением, которое вы можете экстренно применить, если вы оказались в такой ситуации, это чуть-чуть развернуть одну из колонок, да, чтобы звук шел не только на зрителей, но и на вас. Но в таком случае вы столкнетесь с проблемой того, что у вас начнут заводиться микрофоны. Первое, что пришло мне в голову, это использовать систему проводного мониторинга. Вот так она называется. PowerPlay P2. Это фирма Behringer. Проводной мониторинг, он подходит тем, кто не обязан скакать по сцене, да, то есть это гитаристы, клавишники. Допустим, гитарист стоит около своего процессора с эффектами, и ему по большому счету все равно, сколько проводов от его пояса идут вниз в процессор, 1 или 2. А так как я выступаю в технике Live Looping, и весь звук и микрофон входит в лупер в мой, и гитара, и, соответственно, ритм-секция, все приходит туда,
и со своего процессора эффектов, который называется лупер, я отдаю уже звукорежиссеру на сцену готовый стереофонически сведенный сигнал. То есть я не завишу от звукорежиссера, который сидит там в зале за пультом, да, у меня уже полностью готовый сигнал. Вот, то для меня проводной мониторинг был идеальным решением. Ну, давайте с него, наверное, и начнем. Значит, что в нем есть? В нем встроен усилитель. Это усилитель для наушников, причем он усиливает линейный сигнал. Вы должны представлять, да, у любого микшерного пульта есть выход на наушники. Вот туда вы можете подключить или прибор Behringer другой, который попроще, подешевле, он без батареек. Надеюсь, на экране вот он сейчас появится, как он называется, да? Или вот если вы не используете выход для наушников, а используете AUX, да, и вам нужно сформировать выход для нескольких участников команды, тогда вы должны из линейного сигнала получить усиленный сигнал для наушников. Здесь есть батарейки, усилитель. И самое главное, вот здесь вот есть переключатель моностерео, он позволяет вам получать стереофонический микс. А поверьте, это очень-очень важно и гораздо комфортнее выступать со стереосигналом в наушниках, когда у вас все расставлено по сцене, да, какая-то даже с лупером. Часть гитар я расставляю слева, часть гитар я расставляю справа, вокал идет у меня по центру, ударные развернуты по панораме, и стереофонический сигнал гораздо более приятно слушать. Вешается он на пояс, здесь есть специальная прищепка, и как любые системы беспроводного мониторинга, то же самое. Значит, здесь снизу вы можете его подключить или проводом джек-джек в линейный выход, или можете подключить его проводом XLR-джек, стереофоническим, да, вы подключаете выход на наушники, и тогда, соответственно, на наушниках вы выставляете на пульте или на вашем процессоре минимальный сигнал, чтобы он соответствовал линейному уровню, а здесь уже, здесь есть, соответственно, такой регулятор, который при повороте включает внутренний усилитель, и он у вас висит, в него вы можете воткнуть любые мониторные наушники, внутриканальные. Ну и давайте теперь перейдем, соответственно, к вариантам внутриканальных наушников, какие могут быть, да, какие у них есть плюсы и минусы. И поговорим о главной проблеме. То, с чего я начал, это были вот такие вот мониторные наушники KZ EDX Pro. Есть более старшие модели, AS10 они называются, там уже совмещаются обычные динамические излучатели и другой тип излучателей. Значит, мы сейчас откроем вот эту вот коробочку, вот так они выглядят, очень красиво все. Вот так вот выглядят сами мониторы, да? Но я столкнулся с проблемой с тем, что у всех разные ушные каналы, и если их подключить проводом, сейчас мы возьмем с вами проводочек, вот здесь в комплекте к нему идут 3 вида резиновых амбушюров, побольше, поменьше и средние. С побольше и поменьше у меня звук был вообще, скажем так, без высоких частот, и они выпадали. Да, стоит отметить, что вот эти вот внутриканальные наушники KZ EDX, они очень хорошо звучат. То есть, если у вас амбушюры плотно сели в ухе, вы будете слушать звук, и он по качеству звука будет сравним с теми же самыми Sennheiser EE100 Pro или Shure SE215, то есть с любыми профессиональными мониторами. Значит, здесь вот такие вот проводочки под уши есть, они сюда втыкаются. Они, соответственно, там 2 штырька, и они не вращаются. И в этом заключается основная проблема всех таких мониторов. То есть, что происходит? Значит, когда вам нужно воткнуть мониторный наушник в ухо, да, вы его втыкаете, и у меня, если я
вот так вот его повешу, как он должен идти, провод сверху, то у меня канал ушного монитора, он идет под прямым углом к моей голове, да, и я не могу его воткнуть вверх. То есть если я его втыкаю в ухо туда, как он у меня должен быть, он у меня просто вываливается, и мне ничего не слышно. Что приходится делать? Значит, вариант первый. Я беру амбушюр, да, и вот под таким углом я воткнул ушной монитор, но в таком виде я похож на инопланетянина, да, у меня свисают сбоку провод и малейшее, скажем так, колебание, если у вас еще идет гитарный ремень, вы задеваете этот монитор, он у вас просто вываливается. Значит, какое решение я нашел для себя? И какое решение вообще подсказали? Я решил попробовать взять обычные наушники, вот такие дешевые, за 200 рублей в автомате. Попробовал вставить их. Они у меня то же самое, то есть под прямым углом они не вставляются, они вываливаются. Мне их приходится провод практически снизу, он в ухо сильно давит. Что советуют сделать с обычными наушниками? Говорят, что возьмите и переверните провод, чтобы он у вас шел не снизу, а сверху. И в таком случае вот эти наушники, они у меня вставляются, да, то есть я их могу вот так вот, грубо говоря, вставить, и все равно он у меня даже с маленькими амбушюрами, он вылетает. Вот. Но в таком виде у меня не пропадают низкие частоты, и наушник держится в ухе. То есть у меня под углом они вставляются. Вот. Значит, что мне пришлось сделать с этим монитором? Я отключаю провод, и я его переворачиваю в другую сторону. То есть он у меня пойдет под ухом. В таком случае я могу воткнуть монитор так, чтобы он у меня плотно сидел в ухе. И в этом случае провод у меня идет под ухом. То есть если его отправить вот так за собой, ну вот видите, я опять чуть-чуть дернул, и он вылетает. Да? То есть вот в таком виде он будет держаться, но так я похож на Лава-Лагуну, да? Из фильма «Пятый элемент». Неудобно и практически невозможно. В комплекте с ним идут обычные резиновые амбушюры. Я попросил у своего знакомого вокалиста вот такие вот пенные амбушюры, которые идут в комплекте от Sennheiser. И вот эти вот пенные амбушюры, они более-менее решили проблему, то есть мониторы не вываливались ушные, вот эти вот. Но мне в любом случае, мне приходилось, то есть я вам покажу, как мне их приходилось переворачивать. И все это из-за того, что вот этот провод, он не вращается. То есть здесь он или в одном положении, или в другом, да? То есть сейчас мы попробуем с вами воткнуть эти мониторы, да, как они могут быть. Так. Это что-то, в общем, невообразимо сложное. Давайте сейчас еще раз попробуем. Так, это сюда, это сюда. Да? Вы представляете, вот вам нужно сориентироваться, чтобы у вас наушник встал в ухо, и вы на концерте будете ловить еще положение его там с этим проводом. Ну, в общем, это геморрой жуткий, я больше не буду этим заниматься. И, соответственно, после этого я обратился к этому другу-вокалисту и попросил у него на пробу его мониторные наушники Sennheiser IE100 Pro. Выглядят они вот так. У него была модель IE40, следующая за ней идет модель IE100. Я так предполагаю, что это просто разные поколения по году выпуска. В чем плюс этой модели? Здесь идет вращение наушника вокруг своей оси. То есть вы его можете повернуть под любым углом. Поэтому, когда вы втыкаете вот этот мониторный наушник себе в ушко, да, вы потом можете развернуть вот этот вот провод, и он будет плотно у вас сидеть в ухе. То есть, посмотрите, сколько времени я возился с мониторными наушниками от казет, да, и сколько времени у меня занимает ставить мониторные наушники Sennheiser.
Вот, я вставил оба мониторных наушника, все, провод у меня идет сюда. Да. Этот проводочек я втыкаю себе в Behringer, включаю его, вешаю на пояс, и все, я уже готов к выступлению. То есть вот столько времени занимает установка мониторных наушников. И еще один момент. Я всю жизнь использовал вот такие вот наушники от айфона. То есть они очень легко вставляются в уши, они вас не напрягают. Вы их, соответственно, вставили, и все, и комфортно слушать музыку. Вы можете попробовать использовать их в качестве мониторинга на сцене, особенно если у вас нет громких инструментов, и вы выступаете, как я, в акустическом составе, и вам нужно слышать всех остальных участников группы, то есть, допустим, акустические гитары, кахон, вот такого плана инструменты, это будет хорошим решением тоже. Вы не будете слышать всей частотки звука, вы не сможете кайфовать от звука, да, но слышать ваш голос, высокочастотную составляющую в этих наушниках вы сможете. То есть то же самое вставили в систему мониторинга, себе закрепили, вы слышите все, что происходит вокруг, но вы будете слышать ваш звук, скажем так, в прямом виде, без каких-либо задержек. Это вам позволит комфортно играть. У нас за окном пролетает вертолет, лето, жара, я решил писать звук с открытым окном, так что за внешние шумы простите. Ну и, соответственно, мы подходим к концу нашего обзора, значит, подведем итоги. Первое. Вам не получится использовать вот такие наушники с проводочками за 200 рублей, потому что они у вас будут выпадать из ушей, и любые удары по проводу будут передаваться вам очень сильным звуком. Значит, с наушниками KZ неудобно. Вы не сможете их нормально отрегулировать. То есть они звучат хорошо, они действительно, как бы, если их вставить кверх ногами, да, вам не нужно выступать на концерте, вы их можете перевернуть, то есть вот были бы они беспроводные, вот такие, да, вот их без провода вот воткнул в ухо, и они там сидят. То есть вот он сидит довольно-таки плотно, ничего не вываливается, но так как провод выходит сбоку и повернуть его нет никакой возможности, то, соответственно, использовать нормально вы их не сможете. Выбор между наушниками вот такими Sennheiser E100 Pro или там шуриками SE215, это дело вкуса. Я считаю, что они звучат примерно на одном уровне, и это просто приверженность к какому-либо бренду. Я вот совершенно не парюсь, то есть у меня сейчас на обзоре для звука используется микрофон американский Shure SM58, а мониторные наушники я использую Sennheiser. Вот. И, соответственно, вот такое вот устройство, которое называется Behringer PowerPlay P2, это то, что мы с вами рассматривали для мониторинга. Идеальная вещь для тех, кто не бегает по сцене. То есть если вы только вокалист, да, то вам придется или брать китайскую одноканальную мониторную систему, сэкономив на, соответственно, стерео-моно, но вы сможете бегать по сцене. Такие мониторные системы стоят около 20 тысяч рублей. Вы можете попробовать найти какую-то бэушную Sennheiser, потому что новые мониторные системы от Sennheiser или Shure, они стоят далеко за 100 тысяч рублей, и это очень большие деньги. Вот. Такое устройство от Behringer стоит порядка 6 тысяч рублей, то есть это недорого. При этом вы получаете плюс, что у вас нет никаких задержек, у вас нет никаких помех, и лишний провод, который у вас, то есть у вас все равно провод от наушников до вашего пояса, и вот такой вот система беспроводной или проводной он будет идти. А что у вас идет от вашего пояса? Ну, от пояса идет не один гитарный провод, а два, да? В принципе, никакой разницы нет. Вот, надеюсь, что это видео было вам полезным, интересным. Подписывайтесь на канал, и мне не хотелось бы быть просто видеообзорщиком, да, каких-либо устройств для звукозаписи, для концертов. Мне хотелось бы, чтобы вы зашли на мой канал, перешли в плейлист и послушали ту музыку, которую я создаю. Это и гитарная музыка, и электронная музыка. В общем, меня зовут Константин Деев. Ищите меня на Яндекс.Музыке, в iTunes, Spotify. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!